В первой лекции мы рассмотрели, что положение химического равновесия контролируется химическими потенциалами реагентов и продуктов. В случае электрохимического равновесия, например, реакции, положение равновесия представляет собой баланс между химической энергией, количественно определяемой с помощью химических потенциалов, и электрической энергией. Причина этого в том, что электрохимическое равновесие включает перенос заряженной частицы, электрона, между двумя фазами, раствором и электродом, которые могут иметь два разных электрических потенциала. Соответственно, электрическая энергия электронов различается от одной фазы к другой. Чтобы учесть как химическую, так и электрическую энергии, давайте введем электрохимический потенциал. Таким образом, электрохимический потенциал состоит из двух частей. Первая – это химический потенциал, и вторая описывает электрическую энергию частицы. Эта энергия представляет собой заряд, умноженный на потенциал, а константа Фарадея определяет электрическую энергию из расчета на моль, точно так же, как химический потенциал – это энергия Гибса на моль. Это уравнение позволяет нам анализировать электрохимическое равновесие, осознавая, что когда оно достигается в условиях постоянных температуры и давления, будет баланс или равенство между электрохимическими потенциалами реагентов и продуктов. Вернемся к нашей реакции. Итак, в состоянии равновесия получаем. Здесь феррум-3 соответствует гексоцианоферрату 3, а феррум-2 соответствует гексоцианоферрату 2. Воспользовавшись формулой для электрохимического потенциала, мы получим. Здесь мы учитываем потенциалы для металла и для растворителя. Давайте перегруппируем это уравнение. Теперь в правой части уравнения у нас находятся химические потенциалы, а мы помним, что их можно записать в виде для железа 3 и для железа 2. Следовательно, при этом является постоянной при заданной температуре и давлении. Это уравнение – это знаменитое уравнение Нернста, записанное в форме, соответствующей одной границе раздела электрод-раствор. Давайте еще взглянем на нашу систему. Величину и знак электродного потенциала, установленного на платиновой проволоке, определяют ионы гексоцианоферрата. Подумайте, что произойдет, если к исследуемому раствору добавить дополнительное количество гексоцианоферрата 3 при сохранении той же концентрации гексоцианоферрата 2. Эффект от добавления можно рассматривать как следствие принципа Ле-Шателье, согласно которому равновесие сдвинется вправо, и электроны будут отниматься от электрода. Следовательно, металлический электрод станет более положительным по отношению к раствору, и разность потенциалов аналогичным образом станет более положительной. И наоборот, добавление гексоцианоферрата 2 сместит равновесие влево, и электрод будет накапливать электроны, и таким образом станет относительно более отрицательно заряженным по сравнению с раствором, что сделает потенциал более отрицательным. Оба эти сдвига качественно точно такие, как предсказывает уравнение Нернста. В качестве дополнительной иллюстрации применения концепции электрохимического потенциала к описанию электрохимических равновесий, давайте рассмотрим еще несколько примеров, которые мы уже рассматривали в этом курсе. Для водородного электрода электрохимический потенциал в состоянии равновесия будет равен, или же его можно переписать в виде. Перепишем формулы для химических потенциалов.
В итоге получаем уравнение Нернста. μ нулевое будет постоянной. Таким образом, потенциал станет более положительным по мере увеличения концентрации ионов водорода, либо снижения давления. Оба эти предположения согласуются с принципом Ле-Шателье. Рассмотрим хлорсеребряный электрод. Равновесие для этого электрода выглядит следующим образом. Приравнивая электрохимический потенциал реагентов и продуктов, получаем. Или, если расписать более детально, химический потенциал выражается формулой. Но для твердых веществ, хлорида серебра и серебра, в итоге получаем уравнение Нернста, где мы предполагаем, что концентрация хлорид ионов измеряется в моль на литр, ну и константа. В каламельном электроде устанавливается следующее равновесие. Применение концепции электрохимического потенциала вместе с химическими потенциалами чистых твердых тел или жидкостей приводит к уравнению Нернста для этого электрода, где для пары ферроцений в ацетонитриле рассуждения будут аналогичны со случаем гексоцианоферрата, и уравнение Нернста в этом случае принимает вид. Концентрация измеряется в моль на литр, а μ нулевое равно. Теперь, когда мы установили уравнение Нернста на конкретных примерах, давайте рассмотрим общий случай и сосредоточимся на следующем электрохимическом равновесии. Буквой ν обозначены стихиометрические коэффициенты. Так как реакция находится в равновесии, справедливо уравнение, которое можно записать в виде: для сохранения электрического заряда необходимо, чтобы выполнялось соотношение. Следовательно, теперь запишем, где, если частицы находятся в растворе. В случае, если частицы находятся в газовой фазе, тогда, а если частицы представляют собой твердое вещество, в конечном итоге для разности потенциалов двух фаз получаем следующее выражение, которое представляет собой обобщенное уравнение Нернста. μ нулевое при этом равняется